Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». Итак, что сказать, дорогие мои? Все случилось именно так, как я и предполагала. Не успели мы сделать взмах ресницами, как Новый год прям-таки висит уже у нас на носу. И сегодня у нас выходит, получается, последний видеоурок в уходящем 2020 году. Что же такое вам интересное показать, подумала я. А потом я еще подумала, ну что может быть прекраснее снегирей в зимнем лесу, на заснеженных ветках, покрытых инеем. И вот в противовес всему этому зеленому еловому разнообразию я решила сегодня вам показать такую зимнюю икебану со снегирями, так сказать, из природных материалов. В основе нашей композиции лежат обычные прутики и веточки, которые я нашла в нашем дворе. И коль закуплено уже 3 тонны синельной проволоки, с ней же нужно что-то делать. И вот просто-таки оплела наши веточки вот такой вот синельной проволочкой, серебряной и красной, и посадила на ветки снегирей. Получилось, как мне кажется, очень красиво. Шаблончики деталек наших снегирей можно скачать в инфобоксе под этим видео. Вот такие снегири, можно их вешать на ниточки и подвешивать на елочку. Однако я решила, что здесь очень органично будут смотреться вот такие зажимчики, либо прищепки для штор. Собственно говоря, не так важно. И вот мы уже установили наших птах на красивые ветки. Вазу я тоже не стала искать красивую, настоящую. Решила я сделать красоту сама. Как вы можете заметить, это простая бутылка, обернутая белой упаковочной бумагой и немного шпагата, покрашенного белой акриловой краской. Друзья, я желаю вам в следующем году проявлять творчество, креатив. Желаю всем здоровья, чтобы новый 2021 год, год Серебряного быка, был к нам более благосклонен, чем предыдущий год, который стал, конечно, испытанием не только для нашей страны, но и для всего мира. Итак, друзья, я призываю всех к творчеству, и давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, что нам понадобится для нашей новогодней веточки со снегирями? Я приготовила уже для нашего будущего снегиря вот такой шаблончик и вырезала все детали. Из чего сделаем нашего снегиря? Можно сделать его из глиттерного фоамирана. Я взяла типичные для этой птицы оттенки: черный глиттерный фоамиран шириной 2 мм, серебристый, красный и белый. Все те же самые цвета можно сделать и из материала фетра. Итак, для одного снегиря нам понадобятся вот такие детали. Снегирь у нас будет двусторонний. То есть каждой детальке нам понадобится по 2 штучки. Хвостик у нас будет в единственном экземпляре. Вот 2 вот таких крылышка и крыло будет состоять у нас из разных оттенков. Такое крылышко. Также для снегиря нам понадобится миниатюрный клювик, который мы с вами вырежем из маленького кусочка черного фоамирана, и пластиковые глазки. У меня они вот такие. Можно взять 2 черные полубусины. Диаметр моего глазика 7 миллиметров. Итак, мы склеиваем тельце нашего снегиря из 2 деталей из красного глиттерного фоамирана.
После того, как мы вырезали деталь, мы краешки опаляем зажигалкой. Просто чтобы сравнять краешки нашей детальки. Тем временем у нас разогрет горячий термоклей. Это будущее личико нашего снегиря. Вначале я наклею глазик и клювик. Для фиксации таких мелких деталей я использую клей для страз. С одной стороны мы приклеили первую деталь мордочки, теперь займемся другой стороной. Должны мы наклеить так, чтобы у нас совместились две детальки ровненько. Таким вот образом, и между собой здесь мы тоже склеиваем головку снегиря. А теперь берем хвостик, ставим капельку клея в серединке и фиксируем вот таким вот образом. Складываем его напополам вдоль длины. Застыл клей, и теперь можно приклеить хвостик к тельцу снегиря вот таким вот образом. Сюда мы наносим капельку клея и фиксируем наш хвостик. Хвостик готов. Займемся крылышками. Крылышко состоит у нас из 3 деталей. Примерно вот так будет выглядеть. Склеим детали вместе. Приклеиваем такое же крылышко с другой стороны. Наш снегирь готов. Для своей новогодней икебаны я сделала 3 снегирей одинаковых по шаблончикам, которые я вам показала. А теперь мы займемся изготовлением веточки.
собственно, на которой будут сидеть наши прекрасные снегири. Итак, друзья, наши снегири готовы, и отложим их временно в сторонку. А сейчас займемся изготовлением, собственно, веточек, на которых будут сидеть наши прекрасные снегири. Веточки у нас будут вот таким образом выглядеть в готовом виде. Я использую два цвета, красный и серебристый. И вот такие вот снежинки или комочки снега, как хотите называйте, из белого глиттерного фоамирана. Для изготовления такой веточки нам нужна, собственно, сама веточка, коих много можно найти на улицах. Какие требования к такой ветке? Во-первых, это, чтобы она красиво у нас архитектурно, художественно разветвлялась, и чтобы она была достаточно крепкая для того, чтобы выдержать оплетение ее синельной проволокой, чтобы она у нас не сломалась. Вот такая вот серебристая синельная проволока у меня есть, также красного цвета, и частично уже оплетенная мною веточка. Здесь все элементарно. Просто мы оплетаем нашу веточку синельной проволокой. Очень удобно работать с синельной проволокой. Если вы хотите веточки более заснеженные, такие серебристые, можно на одном участке использовать 2-3 проволочки, более плотно оплетать. Вот моя веточка и готова. И теперь вот из такого вот белого глиттерного фоамирана мне захотелось украсить такими белыми монетками или снежинками разного диаметра. Я взяла различные окружности, которые у меня были под рукой. 10 копеек. Это у нас 16 миллиметров диаметр. Вы можете взять какой-то другой. И вторая окружность у меня 2,7 миллиметров. Опять же, примерно. И вот хаотично хочу вот такие шапочки снега, возможно, наклеить. Буду клеить при помощи горячего пистолета. А вот такие веточки у меня получились. Я взяла два разных оттенка, 3 веточки я буду использовать в своей композиции, на которой мы посадим наших прекрасных снегирей. Примерно так это будет выглядеть. Я взяла вместо вазы все, что у меня было под рукой. Это вот просто такая бутылка, обернутая она белой бумагой тишью, и горлышко обернуто шпагатом, вот таким, или шерстяной ниткой фактурной, и покрашена белой акриловой краской. Вот, мне нужна была белая вазочка, поэтому я сделала ее собственноручно. Сначала хотела я своих снегирей также посадить на термоклей, но, конечно, любая капля термоклея лишняя, она утяжеляет изделие, поэтому вот у меня под рукой оказались вот такие вот прищепочки, зажимы для волос, либо шторные прищепки, либо даже канцелярские зажимчики. И при помощи них мои снегири прекрасно фиксируются на веточках. Вот таким вот образом. Сейчас покажу.
образом можно установить снегиря в любое место на нашей ветке, какое вам понравится. Итак, друзья, в завершении нашего последнего мастер-класса в этом уходящем году я хочу обратиться к вам, дорогие хендмейдеры, рукоделы и рукодельницы, очумельцы, творческие люди. Можете называть это как угодно, но я вам от всей души желаю в следующем году только одного. Я вас просто умоляю, находите время в своих сутках на свое любимое дело. Если вам повезло по жизни и для вас любимое ваше дело – это ваша работа, на которую вы бежите с удовольствием, вы вообще счастливый человек. Ежели нет, когда вы возвращаетесь домой, помимо борщей, уроков с детьми и других обязанностей, пожалуйста, уделяйте время своему творчеству, хобби. Кто-то любит выращивать зеленые растения на подоконнике, кто-то печет торты, кто-то вышивает, у каждого свое занятие, но это очень-очень важно, потому что когда мы занимаемся любимым делом, мы умиротворяемся, успокаиваемся, наш внутренний ребенок ликует, и самое главное, мы счастливы. А что немаловажно, только счастливый человек может сделать счастливыми вокруг себя своих родных и близких. Это работает только так и никак иначе. Поэтому я желаю вам творчества и до встречи в новом году. Я надеюсь, что все мои подписчики останутся со мной и в следующем году. Подписывайтесь на мой канал, кто еще этого не сделал. Ставьте лайки. Спасибо всем за поздравления. И до встречи в следующем году. Пока-пока.